Ну что же, всем привет и добро пожаловать на продолжение прохождения Сайбирия The World Before. Мы играем за Кейти, по идее у нас 18 глава, скорее всего, я не знаю. Я записываю третью серию подряд, это очень редко, когда я записываю больше двух серий вместе, но как бы время пока что есть, хочется вот сейчас еще серийку записать. Thank you. Thank you. I enjoyed your concert so much. Now I can retire fulfilled. Glad to have been of service. I believe you have a file for me. Of course, of course. Блин, такое Here it ощущение, is. Dana Rose, just like you asked. такое ощущение, что он Thanks. ждал этого всю жизнь. At last. At last, да, наконец-то. Починили мы механизм, сыграли на пианино, фортепиано. Пианино, по идее, это было великолепно. No address here. Oh, this is definitely Dana's file. Now, the address. Dana's home address in 1937. A detached house, it seems. Number 20, Brücke del Nebel. The Bridge of Mists, huh? Found what you were looking for? I think so. Well, thank you. And goodbye. No, thank you, Fraulein. Нет, это вам спасибо. Ну, какая счастливая Кейти. Отправиться на трамвай к мосту Тумана. Даже так? Слушай, я извиняюсь, но по телефону я не позвоню, потому что, ну, я как бы сам-то не узнал этот номер, поэтому это будет нечестно, мне кажется. Может, сам потом как-нибудь для себя уже при повторном прохождении. Так, все, ничего нас не держит, пошли к мосту Туманов. Это можно, конечно, здесь еще что-то... может что-то осмотреть еще? Отправиться к трамваю? Нет, все. Отправляют прямо на сюжет дальше. Ну, это хорошо. Приключение продолжается. Приключение продолжается. Это очень хорошо. Конечно, кто не играл вот в первой части, скажет, ну, что здесь... С сюжетом не так, просто ищем какую-то Дану. Но с этой части и не надо начинать. Ну, можно начать для ознакомления, но потом обязательно пройти первые три. Что взглянуть зачем? А нет, это уже мы видели. Давай на трамвай. А где остановка? Вы куда спрятали остановку? Может, перейти можно? Нет, по идее. А, вот остановочка. Запрятали остановку от нас. Хитро, видишь, как хитро. Даже не дают нажать, во. А, старый дом Даны надо посетить? Нет, вот сюда надо путешествовать. Brücke del Nebel. Последний концерт. Почините музыкальный квартал. Или посетите музыкальный квартал.
say, this is a very unpleasant way of traveling, Kate Walker. I know, Oscar. I promise I'll let you out as soon as possible, okay? Чё уставилась так? Туманненько, однако. Okay, Oscar. Now we have to find Dana's old house. Do you recall the number, Kate Walker? According to her registration form from the Music Academy, it was number 20. Можно и тут спуститься, не обязательно. Number 20. The bridge is exactly the same as it was back in the 1930s. Except that it's cleaner. It looks almost new, as if it had been renovated. Так. Чё, нельзя? Мы как будто в этой самой, на вокзале Барокштадта, кстати. Такое ощущение. Что такое? 13. Ой, это прям здесь? Давай, значит, перейдем дорожку. Что-то надо что-то осмотреть. Узнать последние новости о Вакхене, найти старый дом РОУЗОВ. Давай узнаем последние новости. A book about Vaughan's history during the war. Maybe it could be useful later. А у кого узнавать последние новости? Красивенько здесь. Вид красивый. Артистичный. 16. А, ну это так. Это я вижу. У кого новости? С кем поговорить? О! Можно? Must have got it wrong. Окей. Ладно. Интересно, что у него вставить? Монетку, может? Подожди, монетку. Ха. Второй? Как это? А. Whoa! That's one shrill version of the hymn of Vaughan. One thing's for sure, this souvenir wasn't made in Vaughan. Made in... Не, посмотрите. Сделан не в Вагине. Давай в рюкзак. Ладно. Ну, про последние новости нам не рассказывает никто. Можно еще сюда зайти. Looks like the residents on the bridge are pretty mad at the town council. Призыв ко всем жителям и торговцам Вахена. Любите наш мост тумана всем сердцем. Мы, ниже подписавшиеся члены Комитета по благоустройству моста туманов, протестуем против решения Совета превратить Вахен в музей под открытым небом. Как именно Совет это сделает? Выделив средства исключительно на косметический ремонт зданий, чтобы привлечь в город как можно больше дешевых сетевых магазинов. Такая нечестная политика приведет к упадку наших качественных, независимых магазинов и к убыткам домовладельцев, а также наших мастеров и мастериц из района моста Туманов. Почему это важно? Потому что владельцы недвижимости на мосту вынуждены жить и работать в нездоровых условиях, несмотря на многократное обращение к Совету с просьбой выделить средства и на ремонт зданий изнутри. Если мы позволим Совету проводить свою несправедливую политику, скоро на мосту Туманов не останется жителей. Останутся лишь красивые фасады,
пустые оболочки и дешевые сувенирные магазины. Что делать дальше? Чтобы поддержать дух нашей общины и качественные независимые магазины, продающие произведения нашего вахенского мастерства, мы обращаемся к Совету с просьбой срочно разработать программу ремонта зданий изнутри, программу, которая будет прежде всего обращена на благо вагенцев. Стоит отметить, что предыдущая программа по внутреннему восстановлению зданий на мосту была наспех проведена сразу после Второй мировой войны, когда мост был частично разрушен в ходе освобождения Вахена. Сегодня большая часть зданий на мосту непригодна для проживания. Присоединяйтесь к нашей группе, агитирующей за финансирование внутреннего ремонта наших исторических зданий на мосту. Встреча у городского совета понедельник, 21 ноября в 10:00. Сохраним безопасность общины и сбережем наш красивый город. Комитет жителей и независимых продавцов по благоустройству моста Туманов, Ретта Спайкер, Руди Зерн, Анжела Хайгель, председатель, Ханс Рудольф Тома, Франц Теклин, Ульрих Хоффман, Анна Дубах. За подробностями обращайтесь к нам по адресу info@bridgeofmists.org или звоните Анжеле по номеру 05124089711. Но если Кейти запишет себе этот номер куда-то, я такой длинный запоминать не буду. Что-то еще интересного есть. Так. Это очень похоже на... Souvenirs here look more upmarket than the ones I've seen elsewhere. 20. Нет, подожди, мы дошли? 20, что ли? Я же говорю, очень похоже. Это оно и есть, потому что... 22. Ага. Я могу спуститься? Да ладно. Красота. Красота, красотенюшка. Угу. Реальные имена, наверное. Не знаю. Что это такое? Сурмварнунг. Штормовое предупреждение. Всем жителям Вахена этим вечером и ночью в городе ожидается сильный шторм. Муниципалитет рекомендует всем оставаться дома и полностью закрыть ставни, а также отменить или перенести все планы, связанные с пребыванием на улице. Все культурные уличные мероприятия, особенно проводимые на реке Домре и окружающих ее горах, запрещены муниципалитетным указом на период в 24 часа, который может быть продлен. Муниципалитет Вахена, отдел туризма, культуры и отдыха. Protests in the neighborhood and a Отлично, big узнали. storm coming tonight. I sure wouldn't want to be in the mayor's shoes right now. Anyway, I'd better focus back on Dana. Да, все, пошли наверх. А я думал, куда-то мы далеко уйдем в какой-то город, а оказывается все. Ну все, мы дошли до дома. А что, это так было здесь на улице? Ничего себе. Вот я тогда не вышел, а хотя мы бы, наверное, полюбас не вышли бы, да? Ты говорил, выйти нельзя вроде. Что ничего не пропустили. Dana's old house. Лебедь даже. Ну, давай, заходим. Этот волнующий момент, заходим. Guten Tag, Fräulein. Так, извиняюсь, я... Это невежливо, конечно, не здороваться. Made in Vagen. Ух ты. Смотри, прикольно. Типичный сувенир Вакхена. Так, а здесь что? All our gifts are handmade by craftsmen in Vagen. Ну, понимаешь, это невежливо как-то зайти, не здороваться, уже все осматривать, давай поздороваемся.
On holiday in the region, Fraulein? Just passing through. Well, welcome to my little gift shop. Frau Heigl at your service. Хайгел. I noticed you were looking at a souvenir, Fraulein. Yes, you have a wonderful choice here, Frau Heigl. Your shop is beautiful. Thank you. All our souvenirs here are pieces of craftsmanship, as we like to say. All by local craftsmen. Do you wish to buy the souvenir, Fraulein? Well, I'm actually looking for someone, not something. Someone who used to live in this house, and I was wondering if you could help. Well, there were quite a few owners before I bought the shop last autumn, so I can't really... Oh, So her name was Dana Rose. She lived here before the war. I was hoping to find some kind of trace of her here, so I could continue my search. I see. Well, I have heard of the Roses, but I can't say if there's anything left of them inside the house. But да, это, конечно, don't you вряд live ли. here? No, my husband and I live in the suburbs. You see, the bridge was sacked just before the war, during the pogrom against the Vagrants. Oh, truly awful events. And then the neighbourhood was bombed, just after the war during the liberation. And many of the houses were damaged, including this one. They were hastily renovated after the war, but they remain mostly derelict. Погром, ущерб. You mentioned a pogrom against this neighborhood's vagrant community. Can you tell me more? As much as anyone who knows anything about Wagen, I guess. It happened in 1938, if I recall correctly. A few months after Austria and Ostertal were annexed by the Brown Shadow. What happened? Well, the Brown Shadow organised riots against Vagrants on false pretexts. It led to pogroms throughout all the annexed countries, including this house. Were the Roses home when it all happened? Like I said, Fraulein, I don't know, but I hope not. Well, it doesn't look like the house was damaged from what I can see. Your shop is charming, and so is the rest of the district. Thank you. That's because after the initial renovation, the council financed major rehabilitation work on the facades. But if the truth be told, they left the proprietors to foot the bill for our interiors. That's why my husband and I had to spend all our savings so that the shop interior shows the same high standard that we demand of our suppliers. That's a shame. Yes, and if the council persists in refusing to help fund the renovation works, there won't be any residents left on the bridge, let alone independent quality stores like mine. There'll be nothing left but bland franchise stores, like the one further along the bridge or on the musical square. So between the pogrom, the bombing, and the whole house being renovated, there's little chance of me finding any trace of the Roses. It's not quite like that. To be honest, we didn't have the funds to renovate the rest of the house, so we used the upper floors for storing. Really? And now that you mention it, I do recall coming across old photographs from before the war, here and there in the house. The successive owners didn't want to throw them out, and I suppose they must have left them there. Would you mind if I went upstairs to take a look? Unless you would kindly bring the photos down yourself. Well, I can hardly leave the shop unattended while I go... I don't even know you, Fräulein. I see. Естественно. In that case, would you mind if I had a look upstairs myself? Don't take it personally, Fraulein, but I don't know you enough to trust you. I'm very sorry. Now, if you'll excuse me, Fraulein, I have a customer. Ну, оставь нас на I улице, закрой conjecture that you магазин. were inefficient in trying to persuade the shopkeeper, Kate Walker. How are you going to access the upper floors now? I Сами don't know, проникнем. Oscar. By getting creative, I guess. I conclude I can trust you on that score, Kate Walker.
Это то же самое. А, нет, какое-то то же самое. Лебеди. More gifts. I would have preferred it to still be full of paintings, I think. А вот картины у нас остались во второй... Или в третьей серии. Во второй серии у нас остались картины. На поезде. Сюда так не It's вошел. right in Frau Heigel's line of vision, too. I'm gonna have to draw her away if I want to sneak through that service door to the upper floors. Вот так не дали нам пройти. Будем хитрить как-нибудь. Чуть с этой стороны есть что-то? Нет. А как отвлечь? Тут вроде ни на что не нажать даже. Можно с ней поговорить. Excuse me, I must just serve the gentleman. Естественно. А мне что, не надо обслужить? Вы чё? Если выйти... Ну, выйти нет. Это потому что здесь... Что можно нажать? Дешевый сувенир. Frau Heigel can see me coming through the service entrance. In my opinion, Ой, if случайно Frau нажал. Hegel saw this cheap souvenir on one of her shelves, she would become fixated on it, Kate Walker. Так я и хочу его положить. А. А вот... Ага, вот, смотри. Слушай, я только собирался сделать, случайно нажал на подсказку. Да, да. What's that awful noise? Excuse me, sir. Давай так незаметно, беспалевно продвигаться к служебному входику. Oh, there it is. How awful. That certainly doesn't belong in my shop. We don't sell such cheap and tacky items. А чё, она не могла сообразить, что это Кейти подстроила. Только открыто, без ключа, ты прикинь. Не то, что найдите где-нибудь ключ, чтобы войти. Нет, просто заходишь. Great. I don't think Frau Heigel's noticed a thing. Why don't you try to locate Diana Rose's room, Kate Walker? Then you can look for more clues about her. Good idea. Let's just hope Frau Heigel won't come up. Иди потише. Блин, вот сейчас зайду и сразу на сюжет, наверное, наткнусь. Да и ладно, пускай. Войти, выйти. Нет, это войти, войти. Кухня какая-то. Во, картина первая. О, это разруха, ю. This photo shows the house partially destroyed. Must have been taken after the bombing that preceded the liberation of Vagen. Май 1945. Сюда выйти. Ну давай в комнату посмотрим, а то чё мы так на кухню зашли. Блин, тут можно жить прям, слушай. This is where Frau Heigel must take her breaks. А может быть.
О, папик с мамой. А это циммеры. Прикольно. In remembrance of the eternal bond between the Roses and the Zimmers. Signed, Adam Z. Зиммер все же читается, не циммер. Что еще есть? Не, все. А почему у меня здесь не отображается? А, это дверь, это дверь. Это на двери. It's dark in here. Hardly surprising with those windows boarded up. More stock for the shop. Угу. А, мы вошли там, вышли тут. Хорошо. Так, что здесь на полу, Валя? А, это лестница. Все, мне кажется, кружочек, видишь, что это не спуститься, а там что-то на полу. У двери. Вот такой это обман зрения. Так, полиса она не поднимется. Держу пари. Окна выбитые. На каком же этаже жила Дана? Nothing of interest in here. Ты уверена? Голубки. О, пол разрушен, осторожно. A double bed, plenty of space. Must have been Dana's parents' bedroom. So where's Dana's room then? The number of rooms don't add up. Опа, она. Just what I needed. Как-то надо спускаться. Угу, мы с другой стороны. А, вот мы увидели. Да нет, какой? Мы внизу увидели. Причем сюда. Красиво. A family portrait. That must be Dana with her parents. Так, надо на этаж ниже и как-то попасть. Но и знаешь что, я еще выше хочу, пока мы здесь. Еще выше забраться. А, нельзя? Нет, можно. Взглянуть. It's been bricked up. Most likely during the post-war renovation works Frau Heigl spoke of. А, ничего себе. А, вот, ничего себе. Я понял. На верхний этаж только из по лестнице. Но по лестнице она не полезет. Знаю, Кейти. А почему в первой части она полезла, а здесь не хочет? Всего на 2 года старше стал человек. Уже не хочет, уже ленится. Ну, че такое? Вот картина, которую я видел. Вот она наверху здесь. Во. Ачивочка? Где же спальня? Найди все фотографии в доме, Даны. Huh. The bedroom in the background of the portrait must be located in the attic. According to the light and the clock behind Dana, her room must face north. Нерф. И чё, ты не полезешь? Ты же не хочешь. That's it, Oscar.
I think I know where Dana's room is. Enlighten me, Kate Walker. Well, one of the photos shows a bedroom that's not on the second floor, right? And we know that the staircase was bricked up during the renovation and led to another floor. So that's got to be where we'll find Dana's missing bedroom. It seems plausible, indeed. It does. And if we're lucky, the room might be pretty much like Dana left it all those years ago, and potentially with clues to put us back on our track. I've just got to find a way to get to that third floor bedroom. Seeing as you failed to create a positive bond with Frau Hegel, the next rational step would be to take a look outside the building, Kate Walker. You're right, Oscar. Let's go and see. Снаружи. Ну ладно, пошли вниз. Можно выйти как хочешь. Ладно, давай отсюда выйдем. Сейчас беспально вернемся. А Фрау, как ее там, даже ничего нет самое. Ну ладно, ну осматривала здесь картины, смотрела и все, что. Сейчас нас отчитают. Может, с ней поговорить? Очень красиво, я бы хотел что-нибудь I hope you купить. won't hold it against me. Да нормально все. До свидания. С этой стороны. Найти способ опустить лестницу. Oscar, I need your opinion on this. Оскар поможет. Ah, Вон там кнопочка. Looks like that fire escape staircase serves every floor of the house. that is correct, Kate Walker. Perhaps you should find a way to use it. Так, что я должен найти? Better try something else. Better try something else. So what do you think, Oscar? I think I would have liked a body with longer front legs. I was talking about the window up there. Must be Dana's room, right? Oh, of course. There is a high probability that you are not wrong, Kate Walker. И... Looks like the staircase serves every floor, including Dana's. I conjecture that you are probably right, Kate Walker. Ну давайте уже, не тяните резину. Ну сколько может длинные серии записывать? Давай. Что еще должен... Ага. The second floor windows will be of no use to reach the staircase. Тоже кирпичи. Well, we can't get to the staircase from the first floor windows. Indeed, Kate Walker, all the windows you could have used are obstructed. The ladder to the first floor is up. It's too high for me to pull down. Looks like there's a mechanism up there to lower the ladder.
Так, ну что еще? Взглянуть я пытаюсь. Что у меня здесь еще не находит? А, труба. That drain pipe leads to a ledge that leads to the staircase. Полезли. According to my calculations, the drain pipe не will not выдержит. hold you, Kate Walker. And even if you were lighter, the ledge is too narrow for you to stand on. Hey, are you trying to tell me something, Oscar? Yes, you are too heavy and too wide, Kate Walker. И толстая, жирная ты. Gee, thanks, Oscar. So basically, it's not going to be easy to use the staircase to get to Dana's room. There is no other way. Access is denied from inside the first and second floors, and the third floor stairwell is bricked up. The fire escape staircase is the only possibility, Kate Walker. But you cannot climb up the drain pipe because of your weight and size. I heard you the first time, thanks. You are welcome, Kate Walker. So, Ну the дайте уже only way поиграть up за is Оскара. by the fire escape staircase, and that means lowering the ladder from the first floor. Пошел, давай. Хорошую же заумную речь толкать. Давай зайти внутрь, лезть по высочей трубе Кейт, залезть по высочей трубе Оскар. Well, in that case, there's only one solution. As you're so light and slim, Oscar, you'll have to climb up the drain pipe and walk across the ledge for me. Then you just need to activate the mechanism to lower the steps so that heavy me can take the staircase route. Ключики здесь нужен тоже. Ну, у него есть, I наверное. was not made to climb up drain pipes, Да Kate как же. Walker. I am a precision-made automaton. Come on, Oscar. You saved the day more than once at Baranor. It must be second nature by now. But how can I lower myself to scurrying like a rat? Because you're a fine fellow and my faithful friend? О, это он так видит все. От первого лица я не ожидал здесь поиграть, конечно. Kate Walker, help! I believe I am stuck here. Когда у вас будет появляться возможность переключаться между Гейт и Оскаром? Я понял. Иногда. Stay calm, Oscar. I'm coming. Так я и хотел так изначально, Павел. Climbing like a common squirrel. This is a disgrace. Я что, не могу тебя повернуть влево-вправо? Нет. Everything okay up there? Yes, Kate Walker. I just need to... Ah! Hang on tight, Oscar. I Труба am Kate Walker. отвалилась. Believe me, I am. You gotta jump now, Oscar. Hurry! Well done, Oscar. Glad that you're safe and sound. I guess that's one way of putting it, Kate Walker. I'm also glad you haven't lost your positive attitude. Так, сюда. А, или наверх? Что происходит? That useless body. Now I must find another way. Сейчас снова по трубе. Ну, наверное, надо наверх. Дальше. Давай. I'm climbing up all over again. Be careful there, Oscar. Oh Птица. dear. That can't be good. Oh dear. Now, Miss Pigeon. Мисс Пиджин. Madam Pigeon, then. I beg your pardon. Now, Madam Pigeon, would you be so kind as to make way? Ой, мечтал посмотреть I так на guess I'm голубя, going to need help here. как на равных. Kate Walker, I'm going to need you again. А я могу что-то мышкой как-то взаимодействовать? Но, видимо, нет. Ну, точнее, стиком в моем случае. Ладно, Кейти, давай. How am I
I supposed to get rid of that pigeon? I can't throw it at the pigeon, but maybe I can use it some other way. Давай подальше. Там. Made our point, I guess. Ну, вниз. Можно, конечно, и наверх, но... А, не пойдет. Вот нельзя. Вот я не могу. Я могу типа посмотреть, но не могу наверх. Если даже захочу. Аккуратно. Оскарыч. Очень упростили, конечно, движение. Просто жмешь вперед. Ну и смотришь на R2 немножко. Отлично. То, что нам нужно. Верните меня уже за Кейт. Можно заставки показывать, я поиграть хочу. Использовать. Подожди, осмотреть. Locked, of course. Оскар МК-3. Kate Walker, if I were meant to be used as a cannonball, I would have been given a fuse. This is highly irregular. Tuck your head in, Oscar. 1, If Hans Vorarlberg could see me now, 2, how... 3. Окей. Undignified! Oh my. Oh my. Ух ты, рояль какая шикарная стоит. Really? Is this any way to treat an intelligent automaton? Really, if Mr. Vorarlberg could see me now... He would say, "You've saved the day again, Oscar. You've exceeded all expectations by Вот именно far." что. Okay, let's try and find out what became of Dana after she left the refuge. No doubt about it. This must have been Dana's room. А и все? Я думал, там можно на ноты взглянуть. Взять. A part's missing. Куска не хватает. Что написано? Юнта повлияла. Кажется, я теперь, как она и советовала. Юнта на что-то повлияла. Сундучок. Кодик. А мы узнаем, какой. That's not it. I should search for more clues in the room. Давай поищем. Я думал, может, знаешь, какие-то стертые, можно это как-то открыть. It's from the Music Academy. Да, диплом. Диплом, который дали Дане. Music symbols, but they don't seem related to the diploma. Да, это код, чтобы открыть замочек, наверное. Что за ножки? There's something underneath. Can't reach it. Can't be that heavy. Не должно быть слишком тяжелое, она сказала. Сейчас подниму. Что за переводы? That's better. Если подумать, Юнта повлияла на меня больше, чем кажется. Я теперь пишу себе записки с напоминаниями, как она и советовала. Так, не перевернуть, да? Вернуться. О! Коричневые тени. The room was ransacked and pillaged.
during a pogrom of the Brown Shadow, I guess. God, I hope Dana was away that day. Я тоже думаю, что она не была здесь в то время. Скорее всего, нет. Нельзя с другой стороны пройти. Все. Что у нас? Сундук и дверь выйти. Ну-ка, если выйду. Best not leave for the moment. Я сам здесь, никогда не уйдем. Так, давай вводить. 5 знаков. Так, что там было? А почему так у меня? Ага. Странный набросок. Не, а где? Подожди, где с другой стороны-то? А чё, как мне его повернуть? Никак. Блин, у меня же были эти. А, подожди, это самый сумок. Да нет. Письмо от Оливии, билет, загадочная картина. А, вот диплом. Во. На дипломе было написано. Так, басовый ключ. Потом непонятно что. But they don't seem related to the diploma. Вот это я не могу понять, что, потому что пишу. Так, значит, давай басовый ключ, потом вот это. Не помню, как называется эта штучка. Я вообще не помню, как называется эта штучка, прикинь. Ну, все эти. И, да, то есть нота, просто нота. Так, значит, здесь басовый. Тут пока не видно, что. Вот это. Вот это. Да стой. Ну куда ты уходишь? The wheels on the lock seem to have different heights. I wonder why. Я же не довел. Куда меня вернули назад? Почему? Вот так. А здесь что может быть? Может это вообще? Не, вот здесь непонятно. Что по диплому? Не видишь, что-то вообще непонятное. Так, тут вроде... Так, да. Все вроде правильно остальное. Ага. Остальное вижу мне правильно. Вот это вот. Непонятно что. Ну точно не знак. Не диез. Точно не диез. Точно не он. Еще один басовый, сомневаюсь. Может вот это. Или вообще вот это. Блин, там непонятно, если что, если честно. Там что-то сбоку еще выделяется. Может даже вот бемоль. It's blocking it. А, подожди, сначала вот это. It won't open. And yet I'm pretty sure the combination of symbols is right. There must be something else to set with the wheels. А, вот здесь можно двигать. Или нет? The wheels on the lock seem to have different heights. I wonder why. Она говорит, что комбинация верна. Прикинь. Комбинация верная. Как мне это подвигать? Не менять комбинейшн. А, вот, смотри, вот. Ну-ка, вот теперь у нас одинаково. Может, сейчас будет правильно все? Oh, come on. I'm sure it must be the right combination of symbols. Oh, I must have missed something. Да, не Maybe the переживай. symbols aren't the only thing I need to set on each wheel.
Так, бемоль у нас был. Так, бемоль это правильно. Так, здесь вот эта штучка, но ее нет большой, да? Так что нет. Ой, у меня теперь все крутится в глазах, наверх поднимается. Ёшкин. Как знаешь, когда на титры долго смотришь, у тебя этот эффектик остается. Я случайно. Вот так, что ли? I could swear I found the right combination. What else could I set on the wheels in addition to the symbols? Бедный Кейт. О, наконец-то. Что? Проверить. Что, меня назад уж? А, вот. Ага. О, Мишка. Дневник Даны. Найти подсказки про Дану. Кстати, сейчас надо свой дневник почитать. Может, Ник Кантин еще сказал: а, я был на площади, она починена. Ну где же она? Где она? Она снова меня опередила. This was written not long after her time at the refuge. A letter from Leon. So he did write back to Dana after the expedition left Kantar, the capital of Baltayar. The High Plateau of Baltayar, October 25th, 1937. My darling Edelweiss. I hate myself for not sending you news more often, and for not being able to receive news of you. I find myself now where probably no other modern-day human has ever ventured before. I regret to inform you that I won't be able to go back to Europe with my fellow survivors. Горы Балтаяра. Ого, Китай. Something bad happened during the expedition. I, no doubt, am partly to blame. Nevertheless, I would like you to know my version of the events. After hard days of hiking, we set up our base camp on the threshold of a high valley where rhododendrons grew. All the witnesses seemed to concur. This was where the Gorun, the famous man of the mountains, was most frequently sighted. For many long weeks, we explored without success every valley and mountain surrounding the camp. Autumn was approaching, the rivers started to freeze at the edges, and the prospect of having to head back with nothing for our toil was becoming more and more apparent. The joyful banter of the first weeks was no more. The men were becoming moody and tense. Especially our chief, Reinhard Berger.
Up we get, Leon. Another day on a wild goose chase. I'd better get kitted up before going out. Ну, сейчас пока кофеечек, пока все остальное. Знаешь, что я тут заметил, пока вот сейчас сидел с мыслями Кейт, я смотрю на таймере уже больше 50 минут. Я такой, ничего себе, я прям даже не заметил этого, представляешь? Так что давай прямо завершим, остановимся на этом. Вот. Даже не буду выходить, не будем смотреть, что там, пойдет какой-то сюжет. Так что в палатке с тобой и попрощаемся пока что. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока.